Всем привет! Если вы еще не догадались, то сегодня у нас на обзоре часы от Casio, а именно Шоки GA2100. Это самые тонкие шоки, которые выпускала компания Casio. Давайте на них взглянем. Нет, они не настолько тонкие, что мы их даже не видим внутри бокса, а все потому, что они у меня на руке. И это первые комбинированные шоки, которые меня абсолютно не раздражают. То есть мне данные шоки понравились. Это довольно-таки свежая модель, в ней применены интересные фишки, и давайте, наверное, рассмотрим, что же это за фишки. Самое первое, что нравится и что бросается сразу в глаза, это толщина. Как вы видите, здесь всего лишь 11,8 мм. Это меньше даже, чем в оригинальных 5600. Там около 13,5 мм идет толщина, или 13,8, но точно не 11,8. Очень тонкие шоки получились. И, как вы видите, здесь сквозит преемственность от модели 5600. Это вот такие вот металлические кнопки. Восьмиугольный безель. Лично мне такая компоновка нравится. Получается, у нас идет круглый циферблат, но сам безель у нас идет восьмиугольный. Интересно это все дело смотрится. Второе интересное решение, которое применили инженеры компании Casio, это поставить нормальный снимающийся ремешок. Его можно без проблем снять. Сам процесс снятия здесь практически займет у вас пару минут. Нажали, сняли, прицепили другой браслет, одели, носите. Пока, скажем так, металлических браслетов и каких-нибудь тканевых в продаже я еще не видел. Но, на мой взгляд, при таком типе крепления стоит ожидать, что они должны... Даже третий интересный момент, который мы видим, глядя на заднюю крышку. Это вот такое вот название Carbon Core Guard. Что же оно означает? В этих часах применен карбоновый сэндвич для изготовления данного корпуса. Зачем это сделали? Во-первых, для того, чтобы сделать часы максимально тонкими и легкими. Весят они всего лишь 51 грамм. Возможно, обычные шоки были толстые, потому что пластиковый корпус не обеспечивал нужную жесткость. Здесь же внутри полиуретанового корпуса спрятан карбоновый сэндвич, который очень крепкий. То есть он легкий и крепкий. То есть по крепости он превышает тот же металлический корпус, при этом он намного легче. Как видите, здесь ничего лишнего. Конечно, как я в каждом обзоре говорю, инверсный дисплей это на любителя, но здесь он вполне читаем, хотя, конечно, цифры немножечко маловаты. Интересно сделано отображение дня недели, вот отдельная стрелка. На мой взгляд, по функциональности это, конечно, небольшой плюс, но выглядит это все дело эффектно, и день недели вы всегда можете посмотреть вот на таком вот интересном небольшом циферблате. Кстати, сами стрелочки укомплектованы очень неплохим материалом, который набирает свет, и в темноте около 1,5 часов он его отдает таким приятным голубоватым свечением. Подсветка здесь состоит из двух светодиодов. Подсвечивается как сам цифровой циферблат, так и сами стрелки. И очень интересно реализовано затухание. Небольшой лакшери добавлен в данные часы. По качеству полиуретанового корпуса он мне здесь понравился. Он такой слегка широковатый, немножечко отличается вот он от того полиуретана, который стоит на самом браслете. Здесь он более гладкий, а на корпусе вот такой более шероховатый. Не знаю, то ли это сделано для того, чтобы было ощущение, что это якобы карбон. Данные часы, кстати, производятся в трех цветах: красный, вот такой вот черный и черный с белыми вставочками. На мой взгляд, вот такое вот матовое покрытие самое удачное. Напоминает титан.
Титан здесь, в общем-то, особо не нужен, но сам цвет вот его напоминает, и это, в общем-то, придает определенный шарм данным часам. Кстати, здесь сделали систему блокировки хлястиков вполне приличной. Она блокируется об нижней грани, и никуда фиксатор не двигается. Casio начали делать приличные шоки. Модель 2100, на мой взгляд, практически идеальные часы. Даже захотелось себе такую модельку в коллекцию заиметь. И заметьте, цена на нее не очень высокая. За $150 вы спокойно можете найти. Можете найти и дешевле. Покажу еще сам корпус. Как видите, восьмиугольный безель и круглый циферблат. Интересное решение. По ширине данные часы 45 мм. В высоту около 48 мм. То есть совершенно небольшая моделька для шоков. А учитывая то, что они очень плоские, даже на небольшой руке, на моей, к примеру, они очень гармонично смотрятся, и их можно носить зимой. Это первые шоки, которые можно носить зимой. Ну, зимой, осенью. Потому что большую модель, на мой взгляд, не знаю, некоторые носят, но я этого не понимаю. Как можно, например, под кофту или под рубашку засунуть вот такую вот шайбу и с ней ходить? Как бы она будет все время у вас торчать, выбиваться из-под рубашки, либо из-под кофты. С этой моделью никаких проблем не возникает. То есть это универсальная, скажем так, летняя, зимняя модель шоков. Стекло здесь утоплено, но совсем немного, буквально на 1 мм. На мой взгляд, этого вполне достаточно, чтобы не зацепляться краями стекла об, там, не знаю, об стену и еще какие-то шероховатые поверхности. То есть повредить стекло практически невозможно. Если бы оно чуть-чуть выступало вверх, да, можно было бы вот края стекла там за что-то зацепиться, посадить щербинку. Здесь же оно утоплено не глубоко, то есть для того, чтобы толщину корпуса не увеличивать, но достаточно, чтобы его не повредить. Инженерам Casio, честь и хвала, сделали отличные тонкие часы. Когда у вас, например, стрелочка попадает вот на 20 минут, у вас циферблат перекрыт. Нажимаете левую верхнюю клавишу, стрелочки убрались, можно дальше пользоваться. Все стандартные функции здесь присутствуют. Такие как таймер, 24-часовой секундомер, времена в 48 городах. Все это здесь присутствует. Также есть ежечасовой сигнал. То есть все стандартные функции, которые присутствуют в 100-й серии, присутствуют также и в 2000 серии. Функция отображения времени и отображения числа даты здесь вынесена на правую нижнюю клавишу. Мы можем выбрать либо отображение времени текущего, как на данный момент, либо же вот отображение месяца и дня. Давайте пробежимся по всем, наверное, функциям данных часов. Следующий экран у нас отображение времени в 48 городах. Здесь вы можете выбрать любой из городов, в котором вы сейчас находитесь, и время скорректируется соответственно часового пояса данного города. Дальше у нас идет стандартный секундомер. Запускаем, останавливаем, сбрасываем. Если вы не услышали звука клавиш, все потому, что я выключил. После секундомера у нас идет таймер. Изначально он стоит на 10 минут. Но его также можно установить от 1 минуты до 24 часов. Далее у нас идет будильник. Причем будильников у нас аж целых 5. Также можем включить, выключить ежечасовой сигнал. Вот, собственно, и все. А теперь давайте перейдем к самой настройке времени. Для того, чтобы выставить время, сначала зажимаем левую верхнюю клавишу. После чего нажимаем левую нижнюю. И здесь у нас по порядку будут выставляться все доступные значения. Включение-выключение автоподсветки, 24-часовая либо же 12-часовая индикация, секунды, часы, минуты, год, число, месяц,
Включение-выключение звукового сигнала при нажатии клавиш. И длительность подсветки можно выставить 3 секунды, как сейчас стоит, либо же поменять это все дело на 1 секунду. На мой взгляд, 1 секунда маловато, это для очень экономных. Все, в общем-то, и все параметры, которые мы можем установить. После чего мы нажимаем левую верхнюю клавишу. Часы возвращаются в свое первоначальное положение. Давайте посмотрим, как данные часы себя поведут в полной темноте. Посмотрим на подсветку и сделаем выводы по данным часам. В полной темноте камера отказывается фокусироваться. Вот в практически полной темноте мы можем посмотреть, как же светятся у нас стрелки. Как вы видите, светятся они довольно-таки неплохо. Вот так вот при свете фонаря. Вот так вот без фонаря. То есть время определить проблем абсолютно не составит. Напомню, светятся они так около 1,5 часов. И вот так вот выглядит подсветка. Как вы видите, она подсвечивает как аналоговый циферблат, так и цифровой. И, в общем-то, без проблем можно считать время, которое показывают данные часы. Какой вывод можно сделать по данным часам? На мой взгляд, это чуть ли не самая удачная версия цифрово-аналоговых часов от Casio. Она получилась, во-первых, плоской, во-вторых, за счет применения карбона легкой. Цветовая гамма, на мой взгляд, тоже хорошо выдержана. В общем-то, читается циферблат неплохо, смотрится все это дело стильно. Вот такой вот 8-угольный безель, классические очертания 5600 версии. Модель очень удачная за вполне вменяемую стоимость. И данные часы я вам смело рекомендую. Конечно, перед тем, как покупать, зайдите в магазин, подержите в руках. Но, уверяю вас, данная модель вас не разочарует. Кому был данный обзор полезен, не забываем